Дорогие друзья, я рада вас всех приветствовать. Давайте посмотрим, как складывается жизнь загаданного человека без вас. Что же происходит, как он себя ощущает, что думает, как вообще себя осознает в этом новом качестве. Вы знаете, такое ощущение, что человек либо женился, либо погрузился в семью. Если тот, кого вы загадали, женат, то, собственно, здесь все в делах семейных. Он при своей императрице, он сам император. Если же человек не был женат, то, скорее всего, обрел свою спутницу постоянную. Но дело в том, что он постоянно сравнивает вас вот с этой барышней. Он постоянно проводит какие-то параллели, он постоянно как-то вот сомневается в том, насколько правильный выбор он сделал. Давайте посмотрим, как себя ощущает. Да, вы знаете, император-то он император, но фактически его ничего не радует. Он тоскует по вам, он в состоянии смятения относительно того, насколько правильную дорогу он выбрал. И вы знаете, вот эти размышления, эти состояния, не самые позитивные, его периодически накрывают. Он старается из них вырываться. Он старается как-то настраиваться на новые цели, на новые результаты, возможно, погружаться в работу, но тем не менее вот эти вот тоскливые и апатичные состояния его одолевают. Скорее всего, бежит от своей императрицы к другой женской фигуре, которая может его утешить. А почему? Ну, скорее всего, в императрице не находит того, что ему хотелось бы. Почему так бежит? Здесь даже дело не в императрице. Императрица-то она может быть прекрасная, замечательная. Здесь император незрелый. Император сам не понимает, что он хочет. Император сам в каком-то, знаете, постоянном вакууме находится, потому что у него нет понимания, к чему именно он хочет стремиться. Двойка мечей – это состояние тупика. Причем здесь можно было бы шагнуть вперед, важно открыть глаза, развязать руки для того, чтобы осуществить что-то такое продуктивное и желаемое. Но его вот эти воспоминания о вас, они все-таки держат. И у него все, что бы он ни делал, все, чем бы он ни занимался, он сравнивает с тем, как было рядом с вами. И, судя по всему, нигде он не находит таких эмоций, каких давали ему вы. Поэтому, собственно, он и находится в неком тупике, и императрица ему не императрица, и вот эта жезловая королева недостаточно умна, вкусна, красива. В целом его жизнь поменялась. Но дело в том, что внутри у него пустота, внутри у него, повторюсь, вакуум. Ему сложно, ему пусто, ему непонятно, неприятно. Как-то, знаете, вот планы рухнули, цели рухнули, желания какие-то рухнули. Он старается выходить из этого состояния. И для того, чтобы выйти из этого состояния, ему нужны близкие люди, ему нужна вот эта вот поддержка. Скорее всего, это поддержка его семьи, отчего дома имеется в виду, его родителей, поддержка матери, отца, поддержка братьев и сестер, тех людей, которые не будут его судить за его поступки, а примут его таким, какой он есть. Но, тем не менее, вот он в каком-то состоянии таком вот максимально деструктивном. Старается из него выходить, старается быть победителем, но мало что у него получается. А почему не получается? Потому что он боится, потому что осторожничает, не доверяет и в каких-то иллюзиях находится, постоянно в страхах, постоянно в каком-то таком состоянии измененном. И вместо того, чтобы уверенно сделать шаг вперед, он топчется на месте, он прощупывает почву, он не доверяет никому и ничему. А почему не доверяет? А потому что сам много лукавит, сам много обманывает. Все сводится к тому, что у человека теперь есть стабильность, но он эту стабильность не ценит.
карта шут — это такое состояние, когда человек не может здраво и зрело оценить и придать значение тому, что наконец-то он обрел. Его постоянно тянет куда-то вне дома. Его постоянно тянет куда-то вне вот этой стабильности, в которой он находится. И он на какое-то время успокаивается, а потом снова понимает, что ему все не так. Он вот прям в подвешенном состоянии. Причем у него все-таки возникают мысли о том, что он сам виноват в том, что он имеет. Он сам своими руками создал эту реальность. Он создал эту стабильность, но эта стабильность его не радует. И он, как заложник этой ситуации, он по дьяволу, прям, знаете, как вот в цепи закован, он сам себя в эту тюрьму посадил, он сам себя заковал в эти цепи. Он сам своими руками сделал тот выбор, который, собственно, сделал. Для него важна была вот эта стабильность, для него важно было материальное положение, титул, статус, выгода какая-то, но фактически эмоций здесь минимум. Кубковых карт, продуктивных, красивых, здесь очень мало. У него кубковая карта, вот эта шестерка кубков, она связана с прошлым, она связана с приятными воспоминаниями о ваших отношениях, о вашем прошлом. А находясь в текущей ситуации, в нынешней ситуации, он просто не может найти себе место. Он понимает, что он жертва этих обстоятельств, он жертва этой ситуации, но, собственно, он сам в этом виноват. Чего хотели, на то и налетели. Он признает свою вину, давайте посмотрим, он кается за то, что он сделал такой выбор, такой поступок. Вы знаете, у него есть эти мысли, но он от них убегает. Он боится в этом сознаться, потому что как только он начинает погружаться в эти мысли, ему становится еще страшнее. Он очень упрям, он будет стоять до конца на своем, но тем не менее его эмоции, они очень нестабильны. Он как будто на эмоциональных качелях качается. Даже учитывая то, что вот он император и при императрице, у него внутри пустота, у него внутри вакуум, все разрушено, и то, что он имеет, не приносит ему совершенно никакого удовольствия. Ну, собственно, что хотел, то и получил. Вот такой получился у нас с вами прогноз. Я благодарю вас всех за просмотр. До встречи в новых видео.